Всем большой привет, ребята! Хочу вам снять видео о моей орхидее, которую я поместила в пустую банку. Вот она продолжает цвести. Корни два в активном росте. Желтит листья. Посмотрите. Видите? Уже где-то месяц. Да, месяц она находится с открытыми корнями. Я жду, пока этот листик сам отвалится. Пускай забирает с него все питание. Здесь цветонос обрезан мною. Ну, затормозил. Сначала он, видите, пробудил почки, решил цвести, потом передумал. Ребят, ну что вам скажу. Заливаю полностью банку водой кипяченой, тепленькой, добавляю удобрения. Буквально вот на этот литр 2 капельки добавляю. Сейчас покажу. Сейчас добавляю остатки. У меня остался японский препарат. Как он называется, девочки? Фуджима. Сейчас смотрю, в интернете его нет. Очень хорошее удобрение. Не в целях рекламы, а по опыту. Не обжигает корневую и очень хорошо орхидеи на него отзываются. Но, к сожалению, пока не могу его нигде найти. Хотелось бы. Девчонки, кстати, у кого есть координаты, кто в Украине живет, напишите, чтобы я смогла заказать. Большое вам спасибо. Ну, продолжаем разговор. Значит, сейчас, видите, вся влага, которая была внизу, она вся испарилась. Корни от отсутствия влаги приобретают вот такой не очень аппетитный вид. Посмотрите. Есть корни, которые с усохшим веломеном. Я стараюсь вовремя поливать, сейчас тоже этим займусь. Но вот так выглядит корень. Сейчас, ребят, когда вот просох. У нас сегодня солнышко. Вот видите? Не очень аппетитно. Но орхидея растит лист. Не все корни в активном росте, только вот эти два свеженьких корня. Я заливаю, оставляю минут на 20-30. Орхидея напитывается. И я сливаю воду. И там внизу в банке остается немножко водички. И она еще дня 3-4 ее пьет. И корневая еще 3-4 дня остается влажная. И это хорошо, потому что первое время мы поливались, брызгались через день. Здесь можно корневую сбрызгивать, но, девчонки, мне неудобно, потому что очень узкое горло у этой литровой банки. Пока не собираюсь ее никуда пересаживать, переводить. Пусть осваивает этот сосуд. Ну, пока ничего не могу сказать положительного или отрицательного. Единственный плюс — орхидея жива. Орхидея продолжает цветение. Ну вот начала, видите, кушать свои листики она. Самые нижние, самые вкусные. Ну, кушать это мы так называем в архаманской среде. Видимо, не хватает ей питания для роста новых листьев. Сейчас беру удобрение, иду за водичкой и залью эту красотку порцией воды. Покажу вам, как это все будет выглядеть. Девчонки, я добавила полпорции поливочной воды с удобрением. Ну вот корешки сразу же позеленели. Ну, это свойство веломена. Веломен покрывает нить корневую. Вот это вот сам корень. Видите? Ниточки.
И он служит как кладовочкой для запаса воды. Каринка всплыла. Остатки прошлой жизни. В общем, ребята, оставляю вот так. Возможно, еще воды добавлю до верха. Хотя, в принципе, корни сейчас будут транспортировать наверх. Вот мне кажется, что здесь появились... Ну-ка, или мне кажется... кончики активные. Хотелось бы, чтобы старые корни... Да-да-да, вот, друзья мои. Вот. Что-то там наклюнулось. Когда корневая сухая, этого не видно. Видите? Активность корней пошла. Но не везде. Хотелось бы, чтобы вся корневая ожила. Но не везде. В общем, пока наблюдаю, приспосабливаюсь. Дело в том, что у меня очень жаркая южная сторона. Ну, эти вот сразу проснулись. Южная жаркая сторона. И я сомневаюсь насчет успеха этой операции. Потому что очень жарко. А оставлять постоянно воду на дне, ну, это чревато загниванием корней. Ну, какую-то часть воды, которая стекает на донышко банки, конечно же, я оставляю. Вот так мы цветем. Это моя одна из первых орхидей, ей много лет, но последние годы она начала хворать. Что-то начала капризничать, она перестала себя хорошо чувствовать и в коре, и в мху, и керамзит ей не подошел. В общем, моим решением было ее, эту даму, избавить полностью от всех ингредиентов и попробовать содержать в открытой системе. В системе без субстрата. В системе с голой, или как это сказать, со свободной, голой некрасиво, со свободной корневой, чтобы обдуваться ветром. В общем, друзья мои, результаты пока такие. Желтый лист, рост небольшой, но есть листа, и частичное пробуждение корневой системы. Частичное. Посмотрите, какой интересный вид имеет корень орхидеи. Вот видите, чем покрывается он? Такими беленькими пятнышками. Эти пятнышки имеют название, и они помогают орхидее прикрепиться к поверхностям. Вот есть корни, которые высохли, я их не убирала. Но пока они послужат ей пользой, надеюсь. Вот так, друзья мои, поживает моя орхидея в открытой системе. Надеюсь, что ваши результаты намного лучше моих. Но у нас прошел только месяц после перевода в открытую систему. Поэтому будем наблюдать дальше. Я буду очень рада, если вы поделитесь в комментариях своим опытом. Но дам вам совет. Ни в коем случае, сломя голову, не бегите и не переводите все орхидеи одновременно в открытую систему. Если вы хотите попробовать, сделайте так, как я. Одну из орхидей аккуратно переведите, причем сделайте это постепенно. Эту орхидею я сначала избавила частично от грунта и поместила в этот сосуд. А где-то через 2 недели я окончательно убрала все остатки предыдущей посадки. Потому что орхидея тоже может очень сильно пострадать, стрессануть. И это скажется на ее самочувствии. Не делайте, ребята, глупостей. Потому что я знаю, что мы умеем
кидаться в разные крайности. И дело в том, что то, что подходит одной орхидее, может совершенно не подойти другой. Вот у меня в данном случае орхидея, которая капризная, в плане не сорта, а в плане того, что именно в моих условиях она вдруг начала себя странно вести. И этот метод мне показался уже крайним вариантом, понимаете? Потому что было испробовано уже все на ней. Причем она по году, по полтора находилась в разных посадках. И все равно ее что-то не устраивало. Это сказывалось, как вы видите, на росте листовой массы. Ну, с корнями у нее всегда было неплохо. На цветении. В общем, было принято решение и воплощено в жизнь. Так что, друзья мои, не делайте поспешных выводов о пользе данного метода. Все-таки я склонна думать о том, что питание очень хорошо орхидея получает из органических посадок, из посадок миксованных с неорганическими компонентами. А этот метод тоже показывает у многих себя хорошо, но если вы будете тщательно следить за доступом питательных веществ к орхидее и будете квалифицированно, правильно подбирать ей вкусные добавки в виде минеральных удобрений и, возможно, каких-то вкусняшек в виде аминокислот и просто кислот. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мирного неба. Пока-пока. До встречи на моем канале.